Давайте в этом уроке попробуем создать поверхности лобового стекла и крыши, чтобы машинка имела немножко законченный вид. Это одни из простейших поверхностей, которые здесь есть, поэтому я думаю, это получится сделать быстро и безболезненно. Для этого включим симметрию на нашем слое и, используя кривой третьей степени, вот таким вот образом включаем модификатор Symmetry, удаляем спаны. Дальше нижнюю часть. Модификатор Symmetry, удаляем спаны. И можно вполне использовать скин. Скин с симметрией не очень любит работать. Вот. И начинаем подстраивать нашу поверхность к мешу. Добавляем степень вторую. Вторую степень. Принять. Обращаю ваше внимание на то, что практически всегда лобовое стекло не завязано с крышей по кривизне. Это связано с тем, что лобовое стекло должно соответствовать определенным требованиям по максимальному радиусу кривизны. Это вызвано тем, что дворники должны беспрепятственно омывать определенную часть для зоны видимости. Вот поэтому, если вы обратите внимание, почти все лобовые стекла практически плоские. То есть у них есть требования, ограничения по максимальному радиусу кривизны. Эти кривые нам уже не нужны. Работаем с поверхностью. Так, отлично, хорошо. Дальше построим поверхность крыши точно таким же способом. Вот, единственное, что нужно попробовать отгадать, какая здесь степень. Ну, саму крышу без заднего стекла можно попробовать сделать кривой пятой степени. Убираем спаны. Видим, что вполне себе картинка
неплохая, можно попробовать уменьшить степень. Ну вот, если честно, мне третья вполне устраивает. Так, отразим и сделаем скин. То есть, в принципе, абсолютно без разницы, с какой стороны начинать подстраивать все это дело. Главное, чтобы была симметрия включена. И мы могли ориентироваться на наш в данном случае. Так, вот здесь мы видим, что на другом меше, скоро нашей поверхности, есть такая ступенька от лобового крыши. Мы ее тоже можем сделать. Немножко, то есть, чтобы соотносилась наша крыша с лобовым стеклом по какому-то точному расстоянию. Для этого нужно симулировать эту ступеньку таким бортиком. Вот. И выровнять крышу к нему четко. Вот таким вот образом. Дальше сделаем заднее стекло. Попробуем просто продлить. Поверхность крыши. Мы не попали, но это не страшно. У нас есть чего толкнуться. И продолжаем манипулировать сивишками. Так. Да, как видно, эта же ступенька есть и на переходе крыши на заднее стекло. Вот, поэтому давайте сделаем вот здесь тоже. Так, отлично. Поверхность крыши. Заднего стекла готова. Вот и все. В следующем уроке построим линии стоек.
Давайте теперь построим линию наших стоек. Для этого скроем все, кроме меша. И наведем сверху. Наведем сверху. Воспользуемся уже известным приемом. Ставить кривые чаще, чем у нас ломается сетка меши, смысла нет. Поэтому обратите на это внимание. И учащать можно только испортить точность построения. Так, спроецируем меш. Уже не нужны. Теперь нужно продлить. Не самое веселое занятие, конечно, но что делать? Нелегкий путь моделлера. К сожалению, очень много в работе приходится на вот такие предподготовку, прежде чем построить нечто красивое и ровное. Но если результат вас радует, то оно того стоит. Так, и начнем строить кривую. Сделаем кривую 5-й степени. Так, скроем лишние вспомогательные кривые. И все, вот с этой кривой теперь будем работать, упрощая ее. Посмотрим на ее эпюру. Ну, в принципе, логика понятна, какая она должна быть. Итак,
Обычно я перестраиваю такие штуки кернфитом. То есть ставлю где-то на стойку А небольшой отрезок. Там, где я думаю, что третьей степени будет достаточно. Такой же отрезок, к примеру, может хватить и на крышу. И до завершения уже, наверное, придется делать пятую. Зависит от того, как распределяется CV. Если я вижу, что CV распределяется красиво, то можно оставить. Ну, пожалуй, где-то так. Удалим историю. Теперь можно попробовать выровнять. Увеличим до 5 и минималайн. Уже 2. Вот мы видим, насколько отклонились. И здесь, то есть мы в профиль на виде сбоку мы попадаем отлично, но не сильно попадаем на саму криву, поэтому мы можем вручную увеличить степень и подстроить. Подстроить попадание вручную. Так. Попробуем еще раз. Вот так. Я сейчас двигаю CV только по Y. То есть в профиле на виде сбоку они не сдвигаются совершенно. Они только в центр машины сдвигаются. Так, и последний. Align. Ну вот здесь хочется, конечно, подвигать уже. И профиль. И попробовать вообще сделать его третьей степени. Третий и...
Итак, сделаем третью. Настроим на виде сбоку. Максимально приблизив. Потом увеличим степень. И дотянем. Вот так. Скроем основную кривую, включим оперу, посмотрим, что у нас получается. Так, вот здесь нужно совсем немножко вот таким тянуть. Направить как бы туда. Вот, и здесь. Ну, здесь даже не знаю, можно не трогать. Пока что. Удалить историю. И все. Так. Черновую кривую скинем в слой кривых. Ну и все. Вот теперь с этим можно уже работать. В принципе. Так что построим стойки. Посмотрим, как они у нас пересекаются со всеми остальными делами. Если вам понравился этот видеоурок, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к группе в Фейсбуке и делитесь этим видео.